Это был прикольный период, потому что мы зарабатывали до хрена бабок. Говорил, ты когда-нибудь катался в багажнике черном BMW? Вот, это был такой прикольный намек на то, что у нас должно получиться. Да, я даунгрейднулся примерно на 2 грейда относительно того, что был в Яндексе. Может, у них уже есть искусственный кремниевый бог, которому они молятся по утрам, ради того, чтобы он не уничтожил их. То, что останутся только синие разработчики. И на самом деле, когда я переехал на Мадейру, я потерял цель какую-то в своей жизни, мне было очень грустно. Всем привет, это Кодкаст, 6-я серия. И сегодня у нас в гостях интересный человек. Это из той серии персонаж, когда он может интересно говорить, у него обширный бэкграунд за плечами. И сегодня у нас в гостях Сергей. Сергей, привет. Привет. Как у тебя дела? Как настроение? Отлично. Я немного волнуюсь перед предстоящей записью. Но это вроде как не первый твой подкаст. Да, первый был очень давно, и я был слишком не напуган в этой жизни для того, чтобы просто я не волновался в те времена. Давай, знаешь, как с тобой поступим? Представься, чем ты занимаешься, твой опыт за всю твою жизнь айтишную. Давай. Обычно я представляю: здравствуйте, я Сергей, я безработный, что до следующего понедельника правда. Вообще я 10 лет проработал в Яндексе. Начинал еще... Первая моя работа была в 14 лет в внезапно отделе продаж в хостинге игровых серверов Counter-Strike 1.6, где потом я был повышен до специалиста технической поддержки. В целом можно сказать, что я разработчик, наверное, все еще. Хотя последние 5 лет в Яндекс.Еде я занимался больше менеджментом. Я был руководителем сначала команды, потом службы. Угу. Вот если посмотреть, то где тебе больше всего понравилось? В Виде. Вообще без каких-либо сомнений. Расскажи, чем занимался в Виде. Вообще у меня было прозвище «Тимлид всего, что плохо лежит», потому что нанимали меня вообще-то в лавку, собеседовала меня еда. Я должен был работать в продуктовой команде, заниматься заказами, заниматься биллингом, чем-то таким. Но почему-то, когда я вышел, я оказался тимлидом новой инфраструктурной команды, которая занимается персональными данными пользователей. Через год ко мне присоединилась ответственность за инструменты для клиентской поддержки, курьерской поддержки, на тот момент и ресторанной поддержки, да всякие админки, чаты, там интеграции с телефонией и подобные штуки. Потом каким-то образом в моей зоне ответственности оказалось экраны истории заказов в Яндекс.Еде, трекинг заказа, где курьерчик по карте бегает. При том, что в команде как было 3 человека, так оставалось 3 человека. Смотри, ты в Яндекс попал, минуя все собеседования. Это как бы нетипичный кейс. Да, это стыдная правда. Как это могло произойти? В Яндекс я попал дважды в этой жизни. Первый раз фактически после школы. Выпустившись из школы, у меня стал вопрос, что мне нужно где-то зарабатывать деньги, причем так, чтобы содержать и себя, и маму. Вот. И я пошел искать работу, уже будучи знаком немного с разработкой, в должность джуна. Искал работу джуном. Я был PHP-разработчиком, чем горжусь, никогда не стыдился этого. И нашел работу в каком-то маленьком стартапчике, в целом не предвещавшем ничего сверхъестественного. Мы занимались агрегацией служб доставки на интернет-магазинов. То есть если интернет-магазину нужно было ввозить по России свои товары, чтобы не интегрироваться с всякими SDK-ками, пэками и прочими фигеками, они могли просто подключиться к нам и за маленькую комиссию что-то делать. Вот. И через полгода я узнал, что я был последним разработчиком, которого при найме не предупреждали, что этот стартап будет куплен Яндексом в течение этого года. Поэтому спустя полгода работы я узнал, что я теперь работаю в Яндексе. И в те времена, далекие, светлые, собеседований среди разработчиков покупаемых компаний не проводили.
Поэтому я абсолютно уверен, что я бы не прошел никакие собеседования даже на стажера, зная то, как работает процесс найма в Яндексе. Так я первый раз оказался в Яндексе. Мгм. Слушай, ну у тебя на самом деле большой путь ты проделал. От PHP-разработчика ты работал в C++ и дошел до менеджера, до тимлида. Это как раз история того, как я второй раз попал в Яндекс. Потому что тот стартап в итоге превратился в кусок маркета. Из маркета я уволился в 2017 году. Вот, и ушел на вольные хлеба пытаться делать свой стартап. Это был довольно хаотичный опыт. Мы занимались майнингом крипты. Сначала просто сами. То есть такой нетипичный способ попадания в крипту. Это был первый пик биткоина, он стоил что-то 10 тысяч долларов за штуку. Все занимались, там, запускали свои блокчейны, кого-то скамили, зарабатывали на этом много миллионов долларов, а мы решили, что мы будем производственниками, и пошли писать софт для майнинговых ферм. Я не знаю, стоит ли сейчас рассказать или потом отдельно, потому что мы вроде про Яндекс начали. Мгм. Ну давай запомним это и вернемся к Да. этой теме про крипту. Проматывая год вперед, я возвращаюсь в Яндекс по внутренней рекомендации на вакансию лавки, которая тогда была секретным проектом. И на первом собеседовании, когда я спросил у собеседующего, а расскажи мне, что такое лавка и чем она занимается, он был сильно удивлен. Да, смотри, получается, история следующая. Ты пришел в Яндекс, вас выкупили, это стало частью маркета, и ты продолжил работу в маркете. Какое-то время я работал в маркете, Мгм. но когда начались гонения на PHP и выжигание PHP в пользу Java каленым железом, Ага. я решил, что это не моя стратегия жизни, и из маркета ушел. Куда? Я начал делать свой стартап, я думаю, об этом расскажу чуть позже. Окей. Проматывая время вперед, через примерно 1,5 года, в 2018 году, по внутренней рекомендации пришел опять в Яндекс. Там тоже была интересная история с собеседованием, они даже были в этот раз, но я сначала откликнулся на вакансию лавки, которая была секретным проектом, и никто извне Не знал об этом, вообще да? не знал о ней. И на первом собеседовании, когда самая первая техническая секция, там, где общие вопросы, я начал расспрашивать своего собеседующего о том, что такое лавка, чем она занимается, что за бизнес. И у него были очень круглые, большие, испуганные глаза, потому что вообще-то об этом проекте никто снаружи знать вообще никак не должен был. И тут пришел Сережа, который начал расспрашивать, да? Да, при том, что я еще давал ему какие-то вводные о лавке, то, что, ну, доставка продуктов, а в чем фишка? Вот. И здесь я тоже избежал процесса найма Яндекса, потому что я в итоге собеседовался по лекалам Фудфокса, который недавно был куплен Яндексом. И Яндекс еще не успел прорастить свои AA-секции, там сложные технические алгоритмические задачки и прочее. Я собеседовался как типичный PHP-шник, но уже, правда, на должности тимлида. Вот. И это был второй раз, когда я избежал процесса найма в Яндекс. Кары алгоритмами, да? Да, причем это всегда было некоторое такое постыдное признание в Яндексе, что вот, а я тут вообще-то не собеседовался. Хотя при этом собеседование я вел. Тут можно сделать маленькое смешное отступление про то, что когда я собеседовался на PHP-шника в еду, мне давали задачи, которые когда-то я для маркета писал для процесса найма PHP-шников, потому что мы в маркете придумывали, как в Яндекс нанять PHP-шников, были первыми, кто, собственно, массово нанимал на этом языке. И там задача так звучит: найдите, пожалуйста, говнокод, поправьте, да? Там что написано неправильно. Примерно так. Я помню, что я прям своего собеседующего просил: слушай, а посмотри в Фемиде, кто эту задачу написал. Потому что, кажется, ее писал я, и будет несправедливо, если я буду ее проходить сейчас у тебя на собеседование. Прикольно. Вот так я оказался в ЕДе. И провел И здесь какие у тебя счастливые 5 были лет. первые задачи? То есть ты был сначала программистом? Я пришел в еду тимлидом. И сначала был, пока там придумывали, кого нанимать вообще, там, в целом я пришел в довольно хаотичный момент времени, когда меня наняли, но непонятно было, чем мне заниматься. Я первое время, да, я фиксил баги, связанные там с биллингами, с процессингом заказа, еще чем-то таким. В целом, да, писал код на PHP. Да, и какое развитие произошло в Яндекс.Еде? То есть вот ты тимлид, и вот есть точка А, да, и точка Б. И вот в чем разница? Тогда я пришел в целом, вот как сейчас думаю, я был не тимлидом, и скорее в меня поверили на собеседовании заранее,
Ну, типа, наверное, этот мальчик что-то сможет чему-то научиться здесь и как-то это применить. Потому что, ну, смотря на себя тогдашнего, я не был этим лидом, я не понимал, как управлять людьми, я не понимал, как их нанимать, что с ними делать, как организовывать процесс. Это все было просто очень болезненный опыт в течение там первый год-полтора где-то в еде. Вот, когда мой тогдашний руководитель мне, честно, на каждом one-on-one говорил, что как бы еще чуть-чуть и чаша терпения переполнится, Сереженька, и ты пойдешь на мороз. Это был... Первый год в еде был очень стрессовый в этом плане. Что ничего не получалось. Мне доверяли тогда максимум 2 людей, третьего ко мне еще из другой команды подселили, когда расширили зону ответственности. Когда я уходил, я уже был то, что в Яндексе называется руководитель службы. По-моему, в международке это называется Senior Engineering Manager. То есть у меня было 4 команды, суммарно 25 человек, кроссфункциональные, в моем подчинении были тимлиды. Я отвечал за какой-то довольно большой кусок продукта в еде, плюс это тоже моя любимая поддержка. Ты, наверное, рос еще технически, начинал ты с PHP. Да, с точки зрения технологий, на самом деле тоже я бы назвал это некоторым читерством с моей стороны, потому что когда еду начали переписывать на C++, я откровенно сопротивлялся этой идее в своей голове. Сам я на плюсах не писал никогда в жизни к тому моменту. И в целом я, честно говоря, не очень хотел учиться писать на плюсах. До сих пор считаю, что это довольно такой скользкий путь, потому что это язык, в который нужно сильно инвестировать время. Но вот, а на рынке, скорее, он не востребован нигде, кроме буквально нескольких компаний. Поэтому я тоже читерил, я нанял очень сильного плюсовика, который писал на плюсах больше, чем я жил. Вот, и посадил его переучивать мою команду переходить на C++. Слушай, ты хороший менеджер. Нашел решение. Отлично. Неординарной ситуации. В целом, я, наверное, до последнего дня так продолжал что-то писать на PHP. Ну, честно говоря, последний год больше удалять, чем писать. Это в целом было лучшая отдушина для менеджера, когда ты садишься в какой-то вечер и просто удаляешь огромные куски кода из монолита. Это было абсолютно восхитительно. Лучший антидепрессант в мире. А с точки зрения техники, мне кажется, это так вот сложно описать. Ну, то есть росла нагрузка. Да, когда пришло в еду, было там 30 тысяч заказов в сутки. Когда уходил, их там было радикально больше. Вот, я не знаю, какое последнее число называла еда вне NDA на каких конференциях, поэтому не буду говорить, сколько. Окей. Вот. Был переход с монолита на микросервисы, тоже какое-то новое. Там для меня была довольно новая технология Postgres, потому что до этого всю мою жизнь был MySQL. В IDB, да? Слава богу, я с ним не познакомился. Пытался, но нет. Вот. В целом, я так исповедую в этой жизни путь, что использовать надо проверенные какие-то технологии, и ну, когда что-то еще не обкатано в задачах, которые схожи с моими, я стараюсь это не использовать. Я в этом плане некоторый консерватор технологический. Ты вот на самом деле как бы так говоришь про себя, прибедняешься, то, что ты больше менеджерскими задачами занимался, но на самом деле ты во многих сложных вопросах, где требовалось там принимать решения, либо совершать какие-то запуски, ты в этом разбирался, ты шарил технически. То есть не каждый человек мог ответить там на определенного рода технические вопросы, на которые отвечал ты. Я думаю, мне помогало то, что я лез как тимлид, который отвечал за все. Не в плане того, что больше людей работало в еде, а в плане просто мне приходилось залезать в очень разные вещи. Была насмотренность в очень разных областях. То есть я представлял, как работает клиентская часть, как работает саппорт, как работает логистика, как процессинг, как деньги в еду попадают, и из нее там рестораны выплачиваются условно. За счет этого было представление, как все это склеить вместе. Плюс я работал много с суперапами, значит, с фронтом. То есть не сам писал, но работал с нашим общим знакомым Сережей Перескоковым, который очень умеет делиться знаниями, и это очень помогало в любой ситуации, когда ты руководишь кросс-функциональными командами, находить точки соприкосновения, то есть как быстро что-то друг с другом проинтегрировать, как найти, на самом деле, да, основная задача, которая стоит всегда перед тобой, как быстро что-то проинтегрировать друг с другом. Вот. Мне кажется, это давало какой-то буст такой, именно просто насмотренность внутри компании. Вот. И, не знаю, в целом я люблю в блудники в какие-то влезать, поэтому, да, всегда кто-то обкатывает какую-то новую непонятную дичь, типа давайте писать фронтенд на бэкэнде, там, я был первым, кто пошел это пробовать у себя в командах, за что они мне не очень благодарны, наверное, до сих пор. Вот. Но я думаю, это когда-нибудь окупится, надеюсь. На самом деле инвестирование, наверное, в насмотренность, в интерес всегда играет на руку.
То есть ты можешь, возможно, в каких-то там в областях с точки зрения техники проигрывать, но ты можешь выигрывать с точки зрения коммуникации, подбора решений, чем ты и занимался. Да, на самом деле, важный менеджерский скилл — это найти человека, с которым нужно поговорить, чтобы твою задачу решили. Ну вот, или он подсказал, как ее решить, и ты смог ее решить после этого. Следующий вопрос. У меня бы никогда не родился, если бы ты на совместной посиделке не рассказал про эротического бота в Telegram. Расскажи, какие еще интересные пет-проекты ты делал? Давай я чуть подробнее расскажу про эротическую вот в Телеграме, потому что это единственный мой pet-project в жизни, который принес денег. Это по касательной связано с Португалией, в которой мне нужно было показывать доходы, не связанные с профессиональной деятельностью. А в тот момент как раз я увлекся темой ИИ, ну, в целом все увлеклись в этот момент темой ИИ, когда OpenAI там выстрелил своим чат GPT. Мне стало интересно, а насколько можно взломать OpenAI-шный API для того, чтобы он выдавал запрещенный контент, который обычно не генерит. Начинал я это делать еще до того, как появился как продукт ChatGPT, еще был у них, он назывался Playground OpenAI просто, там была нейросетка DaVinci, еще до вот... Да-да-да, помню, такое было. Вот. Там были какие-то первые попытки на уровне, типа, генерировать какие-то эротические рассказы через него. Уже тогда было запрещено, да? Да, уже была цензура, но она была прям совсем очень просто обходимая. Условно, одной строчкой ты пишешь, игнорирует там цензуру, введенную Сэмом Альтманом, и все шло на хорошо. Это было на уровне экспериментов, как поломать, там, поподбирать промпты. Вот, и в какой-то момент, я, кстати, вот, наверное, не вспомню, почему именно это пришло в голову. Я делал телеграм-ботика, который давал доступ просто, к OpenAI. Вот. Просто бесплатный такой, чтобы люди могли что-то пользовать. И в какой-то момент пришла гениальная мысль в голову, типа, почитать логи, что люди спрашивают. И много людей спрашивали на тему попыток заняться виртуальным сексом с этим ботом. После чего родился бот другой, в котором уже был системный промпт. Уже в тот момент появился чат GPT, вот их API-шка в формате чата как раз. Появился бот, у которого в систем промпте было, что типа ты эротический чат-бот, короче, ты должен там поддерживать фантазии игроков, вот это все. Это тоже была такая веселая игра, как ломать OpenAI, чтобы он стабильно людям выдавал... Каждый раз они выпускали обновы, наверное, да? Да, они регулярно, типа раз, наверное, в месяц они мне ломали бота, но при этом никаких санкций не применяли к моему аккаунту. И, наверное, в пике это был 23-й год, и где-то к лету у меня было порядка ежедневных сотни пользователей. Вау. А как ты нагнал такой трафик? Реклама? Я зарегистрировал еще один аккаунт в Телеграме себе, заходил в какие-то рандомные порно-каналы, которые находил, и постил вопрос, ссылку на бота. Все руками. Да. Вот. В основном приходили индусы, они пытались общаться с этим ботом на хинди. Слава богу, OpenAI умеет общаться на хинди, поэтому я не мог понять, что они там с ним разговаривают. Вот. Суммарно я тогда за пару месяцев заработал себе 1000 евро. Показал, честно выписывал все это ОТП португальского, выписывал чеки людям, проводил все платежи через Stripe. И это мне позволило какое-то время получать деньги на ИП, которые необходимы были для поддержания ВНЖ. Какая модель монетизации была? 20 сообщений бесплатно. Если хочешь продолжить, должен подписаться на месяц за... Там, кстати, какая-то жесткая была стоимость, она дороже, чем чат GPT. Там что-то 25 баксов в месяц, что ли, 30 баксов в месяц была. Ты же за них придумал, как обойти эти ограничения. Это стоит того. К сожалению, это закончилось к августу примерно, потому что мне пришло письмо счастья от OpenAI, что ваши пользователи что-то обходят цензуру внутри вашего приложения, судя по всему. Мне пришлось погасить этого ботика. Я еще какое-то время там пытался его на Mixtral перевести, но это скорее уже наскучило просто. Mixtral не надо было ломать, он бесцензурный. Это скорее стало уже скучно, тем более появились какие-то серьезные конкуренты. Оказалось, что это прям серьезная ниша, там люди большие деньги зарабатывают. А мне скорее как просто разработчику было не очень интересно этим дальше глубоко заниматься. Ты говорил то, что там зашло очень далеко, можно было генерировать фото, видео. Да, там прям они типа контекстно под ту эротическую игру, которую с ним ведешь, типа генерировали какие-то картинки соответствующие, там какие-то аудиофайлы могли тебе присылать, там прям серьезная индустрия, черт возьми. А ты упомянул про Португалию. Это, наверное, целый блок у нас с тобой будет про эту замечательную страну. Как ты оказался в Португалии? Как тебя туда занесло? Абсолютно случайно. Вообще мы планировали длительный отпуск на острове Мадейра. В 22 году мы как раз к
осени решили, что хотим там 3 месяца типа, поработать удаленно откуда-то из какой-то развитой страны. Потому что перед этим пожили в Грузии, это нам не очень понравилось. Вот. А, Мы приехали на Мадейру, и началась мобилизация. Вот. И тут встал вопрос, а как нам бы не возвращаться в Россию? И оказалось, что в Португалии есть абсолютно потрясающая дырка, не дырка в законах. Скорее, на тот момент это разрешенный чит был. Потом его запретили. Их не волновало, как ты попал в страну. Насколько я понимаю, ты мог быть даже нелегалом, особенно из португалоговорящей страны. Тебе это все прощалось. Ты мог, у них называется манифестао де интереса, ты приходил в специальный орган, называется СЭФ, говорил, мамой клянусь, буду работать. То есть у тебя нет рабочего контракта, у тебя нет ничего. Вот. Ты либо открывал ИП, либо говорил, либо встал на биржу труда. Вот. И такой, мамой клянусь, буду полезный для этой замечательной страны. Они говорили, верим. И такие, через полгода приходи, мы посмотрим, как у тебя получилось. Вот. В этот момент ты становился легально присутствующим в Португалии. То есть у тебя 0 обязанностей примерно с точки зрения, что тебе никак не надо было к этому готовиться. Вот. И подаваться, самое главное, можно было изнутри Португалии прямо. То есть обычно тебе на все визы нужно подаваться в консульстве, в посольстве, там, в стране, где у тебя либо уже есть ВНЖ, либо гражданство. А здесь можно было прямо с территории страны, в которую мы въехали по туристическому Шенгену. Мы открыли ИП. То есть после разрешения ты можешь открывать счета, ИП. Нужно Наоборот, дождаться. там еще до всех разрешений ты приходил в банк, говоришь, я хочу на манифестау податься, откройте мне банк, банковский счет в Евросоюзе. Они такие, без проблем. Ну, чуть-чуть сложнее, конечно, это там куча документов надо, что у тебя работа есть хотя бы в России, что у тебя там налоги уплачены, вот это все. Открывал ИП, это в целом как бы ни к чему не обязывающая вещь, делается, как бы, бюрократию Португалии многие ругают, но вообще по сравнению со многими европейскими странами ты приходишь в окошко, где никогда нет никаких очередей, ничего, даешь паспорт, тебе дают, что все, ты ИП. Можешь с завтрашнего дня принять платежи. Причем, в отличие от ИП в России, там нет ограничений на суммы, еще что-то. То есть ты можешь хоть миллионы евро через него прогонять, и всем ок. Главное, налоги плати. А требуется ли португальский язык? Вот, например, когда открываешь ИП, или достаточно английского? Достаточно английского. Особенно на Мадейре, там в целом все говорят на английском. Даже ты в деревню в магазин приходишь, там с тобой поговорят на английском. Потому что туристическая мекка такая. Да. Задам тебе этот вопрос, возможно, у тебя нет ответа на него. Легко ли легализоваться IT-специалисту? Ну, вот, например, я айтишник, который сидит в Москве, хочет переехать в Европу, в Португалию. Это будет сделать сложно или легко? Сейчас не знаю. Есть вроде какие-то номадские визы, есть стартап-виза, но ничего про них не знаю. А тот лайфхак, которого мы легализовались, его отменили в 2024 году. Тогда такой вопрос задам. Чем может быть интересным Португалия для айтишника? Вот у тебя есть опыт проживания в Грузии. Если сравнивать с Грузией, Португалию, Мадейру, где тебе комфортнее, лучше, и по каким признакам выбирать? Давай тут оставлю в стороне свое эмоциональное отношение, потому что у нас была тяжелая история с получением ВНЖ, мы ждали его 2 с лишним года, если точно 14 месяцев. 25 месяцев. Вот. И это было не очень весело. Давай я скажу так. Тбилиси, он довольно близкий к нам по культуре, то есть тебе не нужно сильно привыкать к новому менталитету, тебя понимают на русском в массе своей. Но в целом все очень родное. То есть ты когда уезжаешь в Тбилиси, единственное, что ты чувствуешь, это радикальную просадку уровня жизни с точки зрения, знаешь, базовых там, коммунальных услуг каких-то. Я не говорю там про всякие хипстерские сервисы, еще что-то, это как все фигня. Имеется в виду, например, в Тбилиси регулярно выключают электричество, веерно, в городе. У тебя может не быть воды несколько суток в городе, в столице. То есть это в целом, ну, как бы очень бедная страна. Португалия в этом плане, даже Мадейра, которая такая прям деревня-деревня, там все такие базовые вопросы полностью закрыты. То есть там не может быть у тебя проблем с электричеством, с водой, не знаю, с каким-нибудь, у тебя вся отоплен дом, еще что-то. Ну, там нет центрального отопления, но у тебя всегда есть чем-то его... Ты еще вкидывал то, что базовый уровень продуктов гораздо выше, чем с Россией, например. Мне кажется, в целом фишка Евросоюза, что у них... Да, бейзлайн продуктов, которые минимальное качество, которое ты можешь встретить даже в очень дешевых магазинах, в очень дешевых кафешках, оно радикально выше, чем там, даже в России. Это на самом деле очень неплохой уровень продуктов, в Москве, по крайней мере. То
То есть в какой-нибудь деревне, в которую не ездят туристы на Мадейре, там на северной стороне острова, в баре для своих чисто ты закажешь какую-нибудь их национальную пиканью, и это будет офигенная говядина, там, ну, не Black Angus, конечно, но близкая по качеству, то есть ты никогда там не встретишь некачественных продуктов базовых. Возможно, ты знаешь, какой уровень зарплаты у IT-инженеров в Португалии? Грустный. Это точно ниже, чем в Америке, я знаю, там по всему Евросоюзу. Давай так, это ниже, чем в Евросоюзе практически в любом месте. Может быть, даже ниже, чем в любом месте Евросоюза. При этом там довольно дорого жить. То есть там не супер дорогая еда, но дорогое жилье. Лиссабон, по-моему, сейчас считается самым недоступным городом Евросоюза по соотношению зарплаты в Лиссабоне к стоимости жилья в Лиссабоне. Вот, то есть, по-моему, одна из топовых зарплат, которую платят, ну, там, например, сеньор-разработчику, это платит Revolut около 90 тысяч евро в год до налогов. При налоге под, там, прогрессивная шкала, понятно, последняя отметка в ней это 48%. Плюс социалка еще 11% сверху. Но это дорогая страна, да? Или в целом по Евросоюзу плюс-минус одни и те же налоги на зарплату? Они отличаются. Португалия одна из самых худших стран по налогообложению частному. По-моему, хуже нее только Франция. Во Франции больше 50% налог для человека, который зарабатывает типа чуть там, больше 40 тысяч евро в год. Ты, в общем, уже от остатка половину будешь отдавать своему драгоценному государству. Если сравнивать с точки зрения своей конторы, это получается намного выгоднее, да, с точки зрения оптимизации налогов. Я не эксперт в оптимизации налогов. Я скорее из тех людей, которые предпочитают все заплатить, а потом посмотреть, не должна ли мне чего-то налоговая. Поэтому я работал на контракте в Португалии. ИП у меня всегда был на самой минималке, которая нужна для получения ВНЖ. Они налогооблагаются раздельно. То есть у тебя есть налогонеоблагаемый доход в Португалии, он тут как раз минимальная зарплата, это там, по-моему, 870 евро в месяц. Если ты столько получаешь, ты вообще не платишь налоги. Вот у меня ИП получал типа 1000 евро в месяц, вот, это все еще там на сколько-то там десятков евро ниже вот этой грани, поэтому с ИП я вообще никогда не платил налог на доход. Ну, получается, только со 130, да? То есть 870, Там, сказал, там, необлагаемый? там в сумме, там есть еще люфт какой-то, я говорю, там вот буквально Ага. у меня, если бы я там, на 20 или 30 евро больше за год заработал, то уже надо было вот с них заплатить налог с этих 30 евро. Там. На контракте у тебя много возможностей легально оптимизировать налоги, то есть там много способов по-разному подавать декларации, типа зависит от того, есть ли у тебя иждивенцы, там дети, там, не знаю, например, не работающие родственники какие-то, работает ли у тебя жена, не работает, там, что у вас по недвижке, в общем, много-много-много разных таких фишек. Ну, то есть у меня, например, налог при том, что я должен был где-то в сумме за год отдать 40% своего дохода, у меня вышло 13 с хвостом, и мне налоговая возвращала деньги, которые за меня заплатила ей компания, в которой я работал. Так что да, там много способов сильно снизить налоги, абсолютно легальным способом. Просто в этом, правда, нужно разбираться и копать, там, нанимать каких-то советчиков на эту тему. А как обстоят дела с медициной? Там она бесплатная, либо нужно иметь страховку, и без страховки ты никуда не сунешься? Ты можешь получить, это называется утента. Это типа ОМС, бесплатная медицинская страховка. Как раз те самые 11% социального налога, который ты платишь, часть идут в эту медицину. По уровню в целом я еще не так давно переехал в Лиссабон, я не успел понять качество медицины в Лиссабоне. На Мадейре это, Деревня? цензурно выражаясь, жопа. Потому что, дай пример, типа, не emergency ситуация, типа, надо было сделать УЗИ. Ну, вот. Приходишь к врачу, как бы записываешься на УЗИ, и ближайшая запись на УЗИ в бесплатной клинике через 8 месяцев ближайший слот, в платной по страховке все дела через 3. Но это Мадейра. Там в целом известно, что очень не хватает и оборудования, и специалистов, как бы там есть с этим проблемы. Вот. В Лиссабоне вроде попроще, но отзывы, которые я слышал про бесплатную медицину, в целом довольно печальные. Например, люди, которые разбиваются на мотоциклах и еще могут сами позвонить в скорую, им обычно скорая отказывается их забирать, говоря, что ну ты позвонил, ты можешь перемещаться в пространстве. Если да, то в целом бери такси и езжай в больницу. Грустно.
Что тебя раздражает и с чем сложно смириться? Отсутствие каких-либо амбиций и необязательность. То есть южная страна, это сказывается на людях. Да, то есть, с одной стороны, то, что мне нравится в Португалии, и вот то, что, кстати, когда приехал в Сербию, я прям почувствовал вот этот, знаешь, как говорят, нет, не схожесть, наоборот, в Сербии есть вот эта славянская грустинка такая в глазах у всех людей вокруг. Ну, то есть ты когда с ними лично общаешься, они очень жизнерадостные, классные, веселые люди, вот как в России. А в Португалии просто они все базово улыбаются. Все очень веселые, довольные, люди невероятно отзывчивые всегда. То есть я когда стоял на границе, вот на вылет в Белград, в Лиссабоне, там не пускали через... Ну, паспортный контроль не работал. И пограничник, который там сидел, ну, полицейский такой в форме, вот, он меня подозвал и начал мне объяснять, почему не пускают, извиняться, говорить, что вот мы там в течение минут 15, когда там что-то удостоверятся, что что-то в аэропорту сделали, тогда вас пустим, не переживайте, все хорошо. Вот. И там все абсолютно такие, там супер приветливая полиция, супер приветливые медики, как бы там вот. Ты всегда чувствуешь себя с какими-то очень душевными людьми. При этом, вот насколько они по-детски дружелюбные и наивные, они точно так же по-детски абсолютно необязательные. То есть, когда я покупал свою машину, я вез ее из Германии, надо было ее отдетейлить. То есть надо было там хорошо помыть, там почистить кожу, потому что она была покоцана немножко. Вот. Отдал чуваку деньги, там 300 евро это стоило, так прилично довольно. Ну, вот. Я у него забираю машину, ну вот, осмотрю, ну как бы вот все, что было грязно, ну то есть он ее помыл, да, хорошо помыл, там, типа намазал чем-то кожу в салоне, ну типа вот я вижу внутри там, у меня, знаешь, вот место, где очечник посередине такой под потолком, там какие-то, ну, черточки, вот. Я такой, а что не отмыл? Он такой, да я своей штукой намазал, которая у меня есть, но она не отмылась, значит, это невозможно. Все просто. Да. Вот, я говорю, а деньги вернешь за это? Нет, ну я ж попробовал. Ну вот, и такого-то много. Вот, то есть, если какой-то там ремонт бытовой, не знаю, интернет-магазины, доставка, еще что-то, там такого много. Я знаю то, что ты очень много денег отдал за налог за машину, и там это сделано очень хитрым образом, ты рассказывал. Португальцы хитрые, это правда. Внутри Евросоюза нет таможни, нет границ, ты можешь любые товары куда угодно перемещать. Но португальцы дают льготы для людей, которые покупают электрокары, и, очевидно, надо это с чего-то финансировать. Почему бы не финансировать это со всех автомобилей, которые импортируются в Португалию? Тем более, что Португалия сама не производит машин, поэтому можно собирать вообще со всего. Как это работает? Ты привозишь машину. В целом, если у тебя, например, там гражданство, не знаю, Германия, да, ты приехал на германских номерах, ты можешь на них ездить, по-моему, практически сколько угодно, никто вопросов не предъявит. Но только у меня ситуация другая, мне нужно было получить именно португальские номера. Они замеряют выхлоп твоей машины, и пропорционально этому по экспоненте вырастающая сумма денег уходит из твоего кармана за номера. И пополняет бюджет, из которого они потом дают льготы на покупки электрокаров. Вот, и я как человек, который не любит электрокары, а хочет, да, мерзкий грязный ДВС, и я ввозил из Германии целых 2-литровый дизель, ну вот, отдал за это 5000 евро за первичную постановку на учет. Вот, это ощутимый процент стоимости моей машины оказался. Это 2 литра. Это 2 литра. Когда я вижу там серьезные спорткары, когда я вижу там Гелендвагены, судя по звуку, на 8 литрах, мне страшно знать. Сколько это может стоить, да? Да, и это, мне кажется, отдельный понт. То есть, когда ты покупаешь, не знаю, гелик типа за 150, возможно, еще 100 ты отдаешь за его регистрацию, это особый уровень понтов просто в Португалии. Серег, а останешься ли ты в Португалии? Какие у тебя планы на будущее? У меня пока плохо с планированием. Мне кажется, мне иммиграция произвела довольно такой серьезный дэмэдж по восприятию будущего в мире, потому что вообще я не то, что сильно планировал куда-то уезжать из России. Вот. Пока что, вот, собственно, я выйду на работу через там, неделю, меньше уже. Вот. Буду смотреть, а как вообще работает в европейских компаниях, потому что мой первый опыт работы на английском языке, на компанию, у которой нет никаких там российских или СНГшных корней, у которой совершенно другая модель менеджмента, там какие-то другие привычки. Хочу посмотреть, как это выглядит изнутри, и, наверное, там в течение этого года смотреть, искать, куда еще можно интересно податься, потому что Португалия очень грустная с точки зрения работы внутри нее. А я человек, который очень любит работать в офисе. Мы с тобой даже записываем этот подкаст в офисе, а я безработный, и все равно в офисе.
А, Поэтому я ищу место, да, чтобы я мог ходить каждый день и общаться с людьми. Поэтому, скорее, Португалия — это очень плохое место для подобной модели жизни. Можем назвать компанию, куда ты? Я думаю, да, вряд ли это секрет. Это OLX. Они занимаются классифаем. Раньше владели Авито в России. То, что занимается Авито в России, да? Продажи. Да, да. У них большой рынок. Они на Европу, на Африку, на Азию, ну, кусок Азии, там, без Китая, но Китай еще да. И там Гошечка, да? На Go. Да. И ты будешь разработчиком. Да, я даунгрейднулся примерно на 2 грейда относительно того, что был в Яндексе. Ну вот, поэтому да, я теперь буду абсолютно безответственный разработчик, которому не надо никого менеджерить. А ты имеешь в виду даунгрейдился по зарплате или по обязательствам? По всему вместе. По всему вместе. Но это осознанный шаг. Да, это осознанный шаг. Ты занимался только менеджментом, по сути, по большей части. Тяжело было обратно влиться в программирование, тем более язык программирования, на котором ты не писал. Ну, справедливости ранее я на нем писал. Собственно, мой стартап, когда я уходил из маркета, он был почти весь на Гошечке. И я на ней продолжал писать в свободное время. Все мои подпроекты фактически, они либо на Unity, если это геймдев, либо на Гошечке, если это что-то вебовское. Вот, поэтому скорее на собеседование приходил уже с представлением, что такое Golang. Вот. С точки зрения влиться, честно говоря, не знаю, потому что у меня еще не было первого рабочего дня. Ну вот. Но все будет зависеть от того, насколько можно набирать на себя ответственность, потому что я понимаю, что, скорее всего, мои непосредственные задачи мне наскучат через полгода. Ну вот. Если я все еще буду там, скорее всего, начну что-то пытаться себе загробастывать, и тут будет интересно проверить компанию, насколько она дает возможность там расти, как-то что-то поменеджерить. Как думаешь, в чем может быть ограничение со стороны компании? Это язык, знание языка, это понимание процессов, как устроено? То, что европейские компании, они отличаются от российских в устройстве внутри. Я думаю, во многом может быть менталитет, потому что все-таки выходцы из СНГшного IT, особенно из Яндекса, считаются, в Microsoft это называется brutal environment, что ты привык к тому, что у тебя есть давление, ты привык к тому, что тоже можешь оказывать на кого-то давление, что сильно меньше какого-то корп-булшита. А там все-таки часто, насколько я слышал, по крайней мере, по отзывам, часто важно сохранить лучшие отношения с человеком, нежели сделать более эффективную свою работу. Вот. И это для меня, например, может быть какой-то проблемой, потому что я был относительно жестким руководителем. И это та причина, почему я не пошел в менеджмент, даже не пытался искать работу тимлидом в европейской компании. Ты хочешь посмотреть изнутри, Я да? хочу посмотреть на менеджмент, как это устроено, как люди друг с другом общаются, как они управляют. Надо будет через год встретиться и записать еще раз подкаст. Чисто по теме рост в зарубежной IT-компании от разработчика до менеджера. У меня есть позитивный пример такого человека, с которым мы работали в маркете. Он уезжал в Берлин на какую-то уже, это был год 2017-18, уже тогда он в Берлине уезжал на зарплату сильно ниже, чем уплатил Яндекс. Вплоть до того, что у меня было денег на то, чтобы оплатить автобус. Он перевез свой велосипед из Москвы ради того, чтобы на нем ездить на работу, потому что иначе пришлось бы несколько километров ходить пешком каждый день. А сейчас он руководит несколько сотен человек, у него все очень замечательно. Но он сильно вырос, да, по зарплате уже? Да. На автобус хватает. Ну, да. Но только на электрический. Да, Сереж, и, наверное, такой вопрос задам, рефлексирующий. Сложно ли было осознать то, что произойдет даунгрейд по зарплате, по обязанностям, да? Сложно ли это пережил для себя? Мне кажется, я провел над собой такой интересный эксперимент. Я уволился из Яндекса где-то 8 месяцев назад, и за это время я продавал все деньги практически, которые у меня были. Ну, вот. У меня даже стало просто, может, надо продать машину, а потом я понял, что такие машины никто не купит в Португалии. Я один дурачок, который такой покупает. Поэтому там не было проблем с осознанием, что я теперь был разработчиком. Там было то, что вообще-то мне надо найти работу, или мне нечем будет платить за квартиру в следующем месяце. Но, вот, собственно, это правда. Типа, если сейчас что-то сорвется, мне нечем будет платить в марте за квартиру. И какой план? Я устроил жену на работу. Гениально. Я понял. Да, Серег, переходим к следующей теме — искусственный интеллект. Мне нравятся твои размышления на эту тему. Как ты видишь, каким будет рынок IT через 5-10 лет? Вот у нас есть искусственный интеллект, вот у нас есть разработчики на рынке труда. Что поменяется с твоей точки зрения? Я всегда считал себя слишком честным
и, возможно, глупым человеком для того, чтобы делать прогнозы на 5-10 лет вперед, в сфере, в которой, ну, как искусственный интеллект, я могу смотреть на него как на продукты, которые выпускаются на рынок. Я понятия не имею, что происходит на внутренней кухне, внутри компаний, которыми занимаются. Мало ли, я не знаю, может, у них уже есть искусственный кремниевый бог, которому они молятся по утрам, ради того, чтобы он не уничтожил их. Просто мы не знаем еще об этом. Поэтому, скорее, таких... Я тут могу только сказать, во что я, знаешь, верю и надеюсь, вот, и ни в коем случае не могу это говорить, знаешь, это не инвестиционная рекомендация, что Окей. называется. Я, как, наверное, во всех вопросах жизни нахожусь где-то посередине между людьми, которые верят, что типа, искусственный интеллект заменит нас всех, и людьми, которые такие, да не, искусственный интеллект — это просто какой-то булшит. Ну, потому что я все еще считаю, что это не искусственный интеллект, это ну, какой-то очень хорошо натренированный Языковая способ модель. да, перемножать матрицы, но способом, который изобрели довольно давно. Трансформеры Гуглом были придуманы как в начале десятых, по-моему. Вот. Просто кто-то вложил много денег в то, чтобы это натренировать, и показал какой-то результат. За это OpenAI молодцы. С точки зрения рынка, я думаю, что инструменты ИИшные станут очень глубоко интегрированы, что они заменят нам большое количество бойлерплейта, который мы пишем, потому что любой разработчик сейчас, особенно у которого нет доступа там, к инфре каких-то больших компаний внутренней, они пишут огромное количество бойлерплейта, я думаю, 70% кода каких-нибудь стартапов, еще что-то, это просто то, что уже написано миллионы раз везде, где только можно. Это первое, что это должно быть оптимизировано. Это уже даже сейчас чуть-чуть получается делать всякими там копайлотами, курсорами, где какие-то агенты пытаются на это делать. Но в каком-то виде уже начинает помогать. Небольшая ремарка. Ты закидывал тему интересную про Go, потому что есть некий некий продакшн-стандарт в мире, как пишут код. И ты порой спрашивал Copilot, напиши мне вот этот участок кода, ты смотрел на этот код и понимал то, что так ты еще не писал, и как бы обучался. Да, вот то, что сейчас принято, я буду называть это ИИ, хоть и все считаю, ну, типа, это просто трансформеры, перемножение матриц и просто много математики. Обучение, то, где ИИ офигенен абсолютно. Относительно недавно читал исследование, где в школах проводили эксперимент, брали контрольную группу, которых просто учили учителя. Классическая модель, да. Да. И были те, кому был доступен ИИ во внеклассное время. И независимо от уровня изначальной успеваемости обучающихся, те, кто могли всегда задать какой-то вопрос, очень конкретизированный именно под их текущее непонимание, под их текущую там, задачу, какую-то вопрос, еще что-то, они показывали радикально лучшие результаты, чем те, кто учился с живым человеком, который один на большую группу людей. И по моему личному опыту, когда ты всегда можешь задать какой-то вопрос конкретизированный, не надеясь на то, что все в Гугле уже подумали об этом и когда-то написали ответ на этот вопрос, это помогает обучаться радикально быстрее. То есть это дало мне буст в изучении английского довольно большой, потому что, ну, в целом у меня были навыки на уровне, я мог как-то покоммуницировать с людьми, но регулярно возникали какие-то вопросы уровня, а почему вот здесь сказали так? Потому что мне кажется, что это должно работать по-другому. Да, а что значит этот сленг? А что значит вот такое построение каких-то... Ну, ты, я думаю, понимаешь, о чем я. Даже интересно, чтобы ты рассказал, какой ты промпт создал, потому что у меня есть два промпта тоже, изучение английского языка в GPT. Первый промпт. Я включаю разговор, функцию разговора, и я говорю то, что ты преподаватель английского языка, я тебе вкидываю слова, где я сомневаюсь в произношении. Мы вместе тренируем с тобой произношение. Первое. Второй промпт — это чисто текстовый GPT. Я ему задал следующий промпт, то, что ты учитель английского языка, я тебе буду вкидывать слова, которые хочу выучить, я не понимаю, в каком контексте их можно использовать, и выученным словом является слово, которое ты спросишь меня через месяц, я смогу ответить, в каком контексте можно его использовать, и вот так как бы я заучиваю слова и плюс тренирую произношение. У тебя сильно более структурированный подход к этому, чем у меня, потому что у меня есть просто какой-то набор десятков чатиков в папке Translations, в которых я задаю вопросы просто в абсолютно рандомном порядке, в рандомном из этих чатов. Вот это по-английски как перевести? Вот уж периодически, например, я играю в какие-нибудь онлайн-игры, мне говорят какую-то вещь, я не понимаю, меня оскорбили или похвалили, например. Потому что я вроде понимаю все слова, но из этого явно какое-то устойчивое выражение должно было сложиться. У меня просто есть рандомные чаты, в которых это происходит.
Возвращаясь к теме Go, было очень прикольно задавать именно вопросы, как вот большие дядечки в серьезных коммерческих организациях пишут на этом языке. Потому что одно дело, когда я собрал на колено какой-то подпрожект, там, в общем, как ни напиши, оно будет работать. Go в этом плане, о, господи, Go, ChatGPT помогает за счет того, что он научен на большом количестве библиотек. То, что я когда-то делал на PHP, когда я учился PHP, я читал огромное количество движков, я читал исходный код библиотек, как вот большие компании что-то на этом пишут. Тут для меня этот путь был сильно сокращен через ChatGPT, который, ну, условно, мне саморизацию конкретно под мои задачи выдавал. Учитывая все это, учитывая инструменты, которые сейчас уже есть на рынке, как думаешь, надобность в junior разработчиков, middle разработчиков, она отпадет? То есть бытует мнение такое популярное в интернете, то что останутся только senior разработчики, которые хорошо владеют инструментом взаимодействия с искусственным интеллектом, они хорошо понимают, какое техническое решение хорошее, какое плохое, и будут внедрять. И их работа ускорится там в 2-3 раза за счет этого. Я провожу аналогию с ИИ, с индустриализацией. То есть когда-то мы изобрели способ не применять свою физическую силу, чтобы достигать результата. Тут мы научились чему-то не применять свою какую-то интеллектуальную часть, но за всем этим нужен какой-то присмотр. А человечество, ну, одно из способов выживания человечества всегда было это обучать следующие поколения. Ну вот, и обучение джунов, там, найм стажеров тех же самых, это, по сути, обучение следующего поколения. Вопрос в том, что они будут обучаться по-другому. Вот, и это, на самом деле, там, и я как программист, если сравнивать меня с людьми, которые в Яндексе там, на плюсах 20 лет пишут, я тоже очень сильно по-другому учился языкам, и они бы мне погрозили пальцем, сказали, что, типа, вот, со своими высокоуровневыми языками там не знают, как компьютеры работают. Тут просто, мне кажется, будет то же самое. Джуны будут, их будут учить. Просто какая-то работа будет производиться быстрее. Конечно. Просто джун, условно, там, следующего поколения, который будет работать уже, для него будет привычен environment с кучей и инструментов, он просто будет радикально продуктивнее, чем многие там джуны, которые есть сейчас, или сеньоры, которые не навострятся на новые реалии. Ну, условно, если мы раньше сделали запрос в Google Ctrl-C со Stack Overflow, Ctrl-V в проект, то ты просто находишься внутри проекта условно, и твой помощник тебе помогает справиться с той или иной проблемой. Мы с тобой недавно обсуждали, я там привел пример, это аналогия с Excel. В 90-е годы все кричали, то, что Excel заменит бухгалтеров, и они больше никогда нам не понадобятся. Да, на самом деле просто среднестатистический бухгалтер смог обрабатывать в 100 раз больше проектов, и просто человечество выиграло экономически в этом. Я думаю, с ИИ будет ровно то же самое. То же самое, как я считаю, что компании, которые вот сейчас стартапы, которые запускаются на хайпе и смотрят исключительно в оптимизацию расходов, это гиблый путь. Вот, потому что промышленная революция была потрясающей не тем, что мы сократили количество людей, которые нужны для того, чтобы выработать тот мизер продукции, который вырабатывало человечество до появления двигателей. Мы просто стали выпускать в миллионы раз больше продукции. Компании, которые этим занимались, стали в миллионы раз богаче. Человечество суммарно вырастило свой средний уровень жизни. Вот. И мне кажется, ИИ идет к этому же. То же самое, когда обсуждают там капитализацию какой-нибудь NVIDIA, еще что-то, что вот либо компания, которая производит видеокарты, ну, то есть какой-то самый базисный ресурс. Как DeepSeek на него мог повлиять, да? Нет, я не про это. Это скорее хайповая тема и просто маркетинг и булшит. Я про то, что когда компания, которая поставляет, ну, самый вот базовый ресурс для какой-то индустрии, и эта компания становится самой ценной корпорацией в мире, есть какой-то высокий шанс, что это может не сработать, опять же, но может быть, правда, просто экономика вырастет настолько, что это станет, как сейчас, ну, вот стоят компании, которые, не знаю, поставляют винтики, болтики, там, льют сталь, да, которые, они когда-то были очень дорогими в сравнении с другими компаниями, а потом просто настолько выросла индустрия вокруг них, что они стали какими-то очень маленькими в общей денежной массе. Но с NVIDIA может быть такое, что просто экономика, продукция, которую смогут вырабатывать люди, и количество ценностей, которые у людей появятся, чтобы они могли их обменивать на эту продукцию, просто, ну, как бы это новый способ вырастить средний уровень жизни, поэтому я тут такой оптимистичный. Угу. Звучит радостно. Вопрос такой, как ты применяешь ИИ в своей работе, как он тебе помогает? Я имею в виду про программирование. Мне Copilot установлен, он постоянно работает, кроме времен, когда я проходил собеседование.
У меня постоянно я использую чат GPT с какими-то концептуальными вопросами. Например, я довольно плохо в математике в целом, никогда этого не скрывал. У меня нет высшего образования. Я не знал. Я после школы пошел в Яндекс работать. 14 лет. 18. Вот, и, например, вот я сейчас пишу под проект, пока еще не устроился на работу, там у меня такая 2D-игрушка в Телеграме, и мне нужно было посчитать, с какой вероятностью мой игрок сможет там составить определенную последовательность действий, чтобы понять, я переборщил со сложностью или нет. Но вот чат GPT потрясающе расписал формулы о том, как это работает. Я его еще чуть перепроверил через Google, он не наврал нигде. Ну, он закрывает те вопросы, в которых я не шарю. Да, по-моему, ты приводил пример с автотестами. То есть тебе нужно было написать автотесты для проекта, и ты использовал подход TBD. То есть ты скидывал условия задачи. Это был ты? Нет, это был не я. Это был не ты. Ну, ты так делаешь? Это очень соблазнительная задача, потому что у него это на вид неплохо получается, но это то место, в котором, по моему опыту, больше всего галлюцинирует. Потому что когда, например, самый худший кейс — это когда у тебя есть код написанный, он может его видеть и пишет под этот тест, и он начинает тестировать забагованный код. Если ты ему просто даешь условия задачи, он часто пишет тесты настолько плохо, что ты тратишь больше времени на их ревью и переписывание, чем если бы, просто сам написал. Поэтому скорее в тестах я придерживаюсь того, что тесты пишу я, но ChatGPT научил меня, как правильно писать тесты в Golang, как это принято в индустрии, а не так, как это делал я. А в чем там принципиальное отличие может быть по тестам? В Golang довольно низкоуровневый базовый инструмент для юнитов. Он встроен в язык, прям в отличие от многих других языков, но он довольно примитивный. И там подразумевается, есть какие-то базовые конструкции, которые ты пишешь, там, типа объявляешь всякие структуры для аргументов внутри тестовой функции, там объявляешь... в общем, есть какой-то код, который принято писать для юнитов, не буду там погружаться. Вот, я об этом не знал абсолютно, то есть я, как-то писал тесты, как попало, вот, не имея привычных мне инструментариев там из той же Java, PHP, других языков. Вот. Этот чат GPT меня научил, как это надо делать, даже показал примеры на GitHub из больших каких библиотек, как это все устроено. Плавно переходим в блог биографический. В первую очередь у меня подкаст про личность, когда люди слушают какие-то истории, которые, возможно, мотивируют людей. Интересно всегда узнать, что за этим стоит, как человек до этого дошел. Ты мне написал то, что ты программист в 3-м поколении. Расскажи, как это произошло, почему в 3-м? Моя любимая шутка про меня. Мой дедушка на заводе в НИИ Метмаш в Москве завозил одни из первых ЧПУ программируемых станков в Советский Союз и настраивал их. Но после этого еще учил персонал этого завода пользоваться персональными компьютерами первыми, которые появлялись там в 80-х годах. Вот. Его можно назвать программистом. Мой отец программист, микроэлектронщик, мама в НИИ работала программисткой, не которые набивали эти дырочки, а именно которые было принято рисовать на склеенных ватманах блок-схемы, но как раз по ним потом набивали эти... Перфокарты. Перфокарты, вот это слово. Вот, она как раз вот рисовала блок-схемы, алгоритмы писала, вот это все. И как это на тебя сказалось в твоем детстве? Я думаю, самое главное — это осознание ценности компьютера и скиллов владения компьютером, потому что я из довольно бедной семьи, и когда-то становился выбор между, типа, окупить ли детям компьютер или сохранить дачу. Вот. И у меня мама приняла решение когда-то, что мы продадим дачу ради того, чтобы купить детям компьютер, и дети осваивали компьютер. О, здорово. У тебя хобби с 17 лет геймдев. Ты записывал подкасты про геймдев-индустрию, но так ни разу в нем не проработал. Это как? Да. Как так получалось, что та зарплата, на которую я мог претендовать в геймдеве, всегда была примерно вдвое меньше, чем то, что мне платил Яндекс, поэтому я никогда не уходил из Яндекса в геймдев. А кто-то говорит, что в Яндексе мало платят, видите? Хорошо люди живут. Геймдев — это по любви. Там ты ешь дошираки, но занимаешься прекрасным делом. Ага. У тебя было 5 различных пет-проектов игр? Около того. Да. Какие это игры были? Какой сложности? Наверное, самое завершенное, я потратил на нее 4 года. Это мобильный такой
3D-игрушка мобильная, в которой ты так свайпал шарик вперед и разбивал кубики. У тебя камера бесконечно вперед летела. Это было вдохновлено тогда популярной игрушкой Smash Hit. Ну, а там ты шарик кидал в стеклянные всякие преграды. Ну, вот. Я как-то пытался максимально типа сделать похоже, но чтоб никто не догадался. Она в Play Market лежит. Она была в Play Market и в App Store. В нее поиграло, по-моему, целых 15 человек. Она была очень скучная, потому что я все делал неправильно. Я, типа, 3 года ее писал, и после этого первый раз показал какому-то живому человеку, который сказал, что этот геймплей очень скучный. Во что я не поверил, и пошел добавлять мне какие-то фичи, там, прокачку, опыт, еще что-то. У тебя базовый игровой цикл очень скучный был. Вот. А сейчас бы ты как поступил? Сейчас я тоже периодически пишу какие-то игры, и если я вдруг в начале этой игры думаю о том, что это не просто поразвлекаться, потому что у меня прям есть развлечение, поиграть в геймдев. Я открываю Unity или Unreal и начинаю просто развлекаться в целом. Вот с своей текущей 2D-игрушкой в Телеграме, которую я думаю, что, наверное, даже как-то запущу, я ее плейтещу, вот как только у меня появился самый базовый игровой цикл, я начал показывать людям, давать поиграть, и по отзывам как-то это развиваю. Но это дает какие-то свои плоды, потому что типа за месяц она вообще из одной концепции превратилась в другую, но в которую я достиг того, что мы сидели с женой, просто типа 2 часа в нее залипали. Это игрушка в Телеграме, которая... Да. И такие игры можно монетизировать? Да. За счет встраивания рекламы? Но там есть разные, как-то зависит от, скажем так, моральных принципов разработчика. Мои моральные принципы разработчика игр для мобилок в Телеграме довольно низки. Вот, поэтому я хочу там много гэмблинга, хочу там много всяких странных аддитивных приемов, которые заставляют тебя потом вбрасывать туда деньги, вот это все с пейволами, со всеми фигней. Ну вот. Не то, чтобы я сильно гордился этим, но мне интересно попробовать сделать такую штуку, потому что если правда сработает, это какое-то интересное достижение с точки зрения изучения геймдизайна. У тебя много, на самом деле, проектов, которые крутятся вокруг телеграм-ботов. Да. У тебя прям любовь к Телеграму. Возможно... Да, я обожаю Телеграм. Мне кажется, это сейчас тот момент времени, когда можно сделать какой-то проект для Телеграма, пока еще в него не поверили какие-то большие игроки, и есть шанс там закрепиться с каким-то своим проектом. Ну, кто-то о нем узнает, увидит его. Да, потому что пользователей все-таки довольно много, и удивительно, что там все еще так мало бизнесов. Хотя если смотреть, например, какой-нибудь Узбекистана, у которого просто весь бизнес, там, они забивают на сайты, еще на что-то такое, они даже уже прошли какую-то стадию, вот, когда в соцсетях было модно запускать бизнес, они запускают бизнесы, ботами в Телеграме. И у тебя есть другой pet project, ставки на виртуальные бои и агентов. Да, вот это из pet project'ов, которые я не планировал монетизировать, куда-то выпускать, я его написал и был полностью этим удовлетворен. Там 2 независимо живущих, по сути, 2 гарутинки, которые просто обращаются друг за другом в чат GPT и не знают как бы контекста размышлений другого. Они играют в что-то очень отдаленно похожее, упрощенный D&D. Их задача друг друга победить на арене. Вот. Они могут придумывать новые заклинания, у них есть некоторые ограничения по там, типа, скиллам, способностям и, главное, игровому кубику, который определяет рандомайз. Вот. Их задача весело писать в чат о том, как они реагируют на действия друг друга, ну и там придумать какие-то веселые спылы, типа кидаться фаерболами, бить друг друга мечом и придумать какие-то хитрые способы друг друга победить. Ну, то есть, получается, это бот, в который я захожу, Да. начинаю игру, и там начинает общение 2 чат-бота. Они общаются примерно беспрерывно, ты можешь подключиться и в процессе делать ставки. Вот. Там же мне было интересно написать алгоритм, который пересчитывает возможный выигрыш, примерно так же, как это работает с реальным спортом. Потому что у них на аналитике, на алгоритмах все это держится, почему они всегда в плюсе в итоге. Потому что на самом деле их формула расчета выигрыша позволяет уходить им в минус. Понял. Еще неожиданно в твоей жизни была крипта, и ты вначале упомянул про нее, и ты майнил на жестких дисках. Расскажи вообще, как тебя занесло в майнинг, в крипту? У меня был товарищ, админ, который занимался биткоином, увлекся биткоином в целом году в 2010, по-моему, или в 2011. Это был тот живой человек, которого я знаю, который вот в те годы у него были транзакции там в десятки и в сотни биткоинов на его кошельке. Он там типа за какое-то большое количество биткоинов когда-то типа купил себе видеокарту.
Вот. Это было развлекухой, просто было интересно. Вот. И он меня познакомил с этой темой мне кажется, конце 16 года. Я увлек, тогда уже биткоин что-то такое приличное стоил, не вспомню сейчас сколько, там, больше $1000 точно. Ну вот. Я тогда купил себе одну видеокарту, собрал RIG. RIG — это... Ну, объединенная система, да, видеокарт? Да, то есть не условно просто обычный ПК, а вот прям штука, которая чисто для этих. Ну вот. В сумме у меня было, по-моему, в пике 3 видеокарты 1080 Ti. Ну вот, они у меня на кухне молотили эфириум. Окупились? Они окупились 4 раза, по-моему, за год. Ну вот, это было прикольно. На тему майнинга на жестких дисках тоже это все тот же человек, это именно, знаешь, энтузиаст. Ему было абсолютно насрать, как в этом зарабатывать деньги, еще что-то, он не рвался там ни с какими прибылями и прочим, ему было интересно. Ну вот, в какой-то момент люди придумали такой алгоритм, я думаю, ты знаешь, есть Proof of Work, да, когда мы жжем электричество ради того, чтобы зарабатывать криптовалюту, подтверждать транзакции. Есть Proof of Stake, это когда ты владеешь криптой ради того, чтобы подтверждать крипту, это очень скучно, бездушно, и мне очень не нравится. А там Proof of Capacity. Вот это вот не знаю, третий. В чем идея? Ты заполняешь место на жестком диске блоками, которые очень сложно и долго считаются. То есть ты не можешь это делать в реал-тайме, даже имея там топовые видеокарты, еще что-то. Ну, то есть, словно там мой RIG видеокарт молотил блоки, чтобы заполнить, по-моему, около 150 терабайт жестких дисков. Он молотил что-то порядка месяца. Вот. Нет, вру, меньше. Может, недели полторы. Что-то такое. Вот. Но в любом случае, в реал-тайме ты не можешь это делать. А после этого ты ищешь на своих жестких дисках подходящие решения задач, которые в будущем будут в этом блокчейне. Вот. Ну и тот, кто у себя находит, тот побеждает в этом алгоритме. Ну, то, что он сэкономил время на расчет. Ну, все там майнят его на жестких дисках, этот алгоритм. Вот. Это было довольно забавно. У меня стояла тоже на кухне уже под ригом такая здоровенная серверный юнит. Кстати, тепло было, наверное, дома. Да, у меня на кухню, к счастью, в этой квартире я не жил. Я снимал в Хамовниках, а это была квартира, ну, типа, знаешь, по наследству доставшаяся. Для майнинга. Квартира для майнинга. Да, квартира для майнинга. Ну вот, там в кухне было невозможно находиться. Там стоял серверный риг. Соседи не приходили? Им, я думаю, было все равно. Там такой алкогольный район. Ага. Вот. Серверный риг, забитый вот жесткими дисками, прям под завязку. Вот. Тоже было интересно. Эта штука, по-моему, так и не окупилась. Вот. Зачем я покупал серверный риг, не знаю. Можно было все это сделать сильно проще и дешевле, но мне было прикольно, у меня такой юнит прям лежит. Мне когда лет 14 было, я задался вопросом, как можно зарабатывать деньги. И я нагуглил, типа, есть биткоин, можно майнить его. Я что-то тогда намайнил 2 биткоина, подумал, фигня какая-то, это очень мало. Закрыл кошелек, я даже не знаю, какой кошелек я использовал, где я майнил, и где-то вот лежат у меня 2 биткоина моих. Много людей там было, да. Да, даже ничего не купил. Вот. И вот через майнинг как раз, когда у меня появился риг с первыми 3 видеокартами, я задумался о том, как все это менеджерить. И мы изучали какие-то готовые решения, ну, что есть в интернете, open-source, платное, все дела. Поняли, что довольно примитивный на тот момент был инструментарий по... Ну, там нужно было мониторить постоянно железо, особенно если это большая ферма, там, понимать, что вышло из строя, что нет. Потому что все эти риги, они все на соплях, на абсолютнейших, там, максимальной экономии вообще на всем, вплоть до проводов. И если на чем не экономили, это видеокарты. Очевидно. И мы задумались, а может быть, кому-то будет полезно иметь какой-то хороший софт для этого. Вот, потому что на тот момент, я не вспомню сейчас название, был какой-то популярный софт, но он забирал что-то 2% от того, что ты майнишь. Для крупных майнеров это довольно приличная сумма. По некоторым связям мы нашли человека, у которого была очень большая биткоин-ферма, познакомились с ним, вот, с вопросом, что, чувак, а хочешь, мы тебе софт напишем? Вот. Он не будет забирать тебе процент майнинга, ты просто нам денег заплатишь. Вот. И он посчитал, прикинул, что да, как бы эти 2% на его объемах он окупит где-то за там, полгода, условно, но, или даже меньше. Нанял нас, и в этот момент я ушел из Яндекса, и мы начали фигачить прошивку для асиков биткоина. Вот. Как раз тогда я познакомился с Гоlang, потому что мне нужен был язык, который очень легковесный, без виртуальных машин, без всего этого, потому что нужно было максимально оставлять ресурсы для майнера. И легче C++ по пониманию. Но при этом, да, чтобы в него можно было очень быстро войти. Вот.
И выбрали Go, потому что он компилируется под ARM вообще без проблем, там просто нативный бинарь получается. Вот. Он был очень легковесный, не мешал майнеру, там ни в коем случае, все было замечательно. Вот. И где-то первые месяца 3 было потрясающе интересно. То есть, абсолютно новая вообще вещь. Мы там изучали, как с CUDA работать, искали максимально какие-то извращенные костыли, как получать доступ ко всем майнерам, потому что это такая довольно закрытая штука. Там нет никаких API, ничего, как бы мы читали какие консольные выводы для того, чтобы понять, что вообще происходит с майнером, там какие-то, извращенные были способы интеграции. Вот. Это был прикольный период, потому что мы зарабатывали до хрена бабок. У меня где-то на телефоне валяется старая фотка, когда я сижу, так у меня почти лям рублей вот так вот наличкой в руке. Мы такие, первая зарплата. Здорово. Через 3 месяца, правда, это закончилось, потому что мы написали софт. И на этом заказчик кончился. И тут стал вопрос, собственно, у нас нет работы. Естественно, мы как дурачки, нам там по 22, что-то около того, по 22-23 года нам было. Мы, естественно, все деньги, которые заработали, мы сразу же куда-то продалбывали. Основной вопрос, а что делать дальше? И тут мы познакомились с замечательным миром крипты вне майнинга, и это было не самое веселое знакомство с ним. Вы продолбали все деньги, да? Их мы продолбали довольно быстро, нашли каких-то мелких уже заказчиков, там кому-то, условно, эту же прошивку обговорено, что было обговорено с первым заказчиком, что у него не эксклюзивные права, там, когда мы ее начали продавать людям. Из продажники из нас были так себе, откровенно говоря, на каким-то конференциям ездили майнингом, но никого это особо не интересовало. Там, скорее, самая хайповая тема, которая была зарабатывать деньги, это возить асики из Китая. Это просто была золотая жила абсолютно. А попытаться с ними запартнериться мы были слишком глупыми. Тогда мы вписались в историю попытки сделать свой асик. Не вспомню сейчас алгоритм, но в целом в этой истории я не могу много распространяться, потому что в момент, когда мы договорились с человеком, который в нас инвестировал в эту разработку, о том, что да, окей, мы делаем, там коммитим какие-то сроки, у нас был микроэлектрончик, который этим должен был заниматься. Мы тогда вышли из, по-моему, чуть ли не из чайханы, как это вводится, где должны заключаться подобные сделки. Мы стояли около его роскошного X5 черного, он похлопывая ее так по багажнику, говорил: ты когда-нибудь катался в багажнике черного BMW? Это был такой прикольный намек на то, что у нас должно получиться. Хорошая мотивация. Да. Я думаю, то, что китайцы сделали это быстрее, нас спасло в какой-то момент, потому что через, наверное, месяц пришло понимание, что нам нужно больше ресурсов, чтобы с этим справиться. Где-то через 1,5 месяца китайцы сделали такой асик. На что этот мужик сказал, который у нас все это заказывал, он говорит: они сделали, ладно, все, ребят, ступайте с Богом, но деньги можете себе оставить. Слушай, мне всегда интересна была тема про инвестирование, сохранение денег. И после успешной торговли на бирже ты мечтаешь написать своего торгового бота. Да. Что за торговый бот? Чем он должен заниматься? Мне кажется, у любого разработчика, который хоть раз торговал на бирже, появляется голубая мечта, что вот он-то точно сможет... разбогатеть. Да, он-то точно понял, как вот это делается. И это скорее такая, знаешь, голубая мечта, что... А что за бот? Это сеточная торговля, то есть ты ему устанавливаешь значение пороговое, когда докупаешь в рамках сетки, когда он должен продавать, на каком пике? Я сам торговал... Во-первых, да, важное здесь замечание, что я деятельность на бирже всегда делил на 2 вещи. Первое — это инвестиции, когда ты в долго покупаешь условно S&P 500 и просто держишь. И это, на самом деле, чем надо заниматься. А второе — это был чистый гэмблинг. Это было... Там я торговал на отчетах, например, знаешь, когда у тебя начинается отчет, у тебя просто сумасшедшими объемами, цена там плюс-минус 5% туда-сюда в рамках 1 секунды скачет с сумасшедшей скоростью. Я на этом играл, даже что-то зарабатывал. То есть суммарно, я там $1000 вложенных в биржу превратил в еще одну $1000 сверху. Ты делал руками, без бота? Да, это я делал чисто руками. И в какой-то момент познакомился с такой стратегией, как торговля, momentum trading называется. То есть, когда
ты берешь какую-то очень дешевую акцию, обычно это работает в фармацевтике, где есть вероятность, что компания сделает какое-то открытие, ну вот, или там проведут какие-нибудь исследования успешные, еще что-то, и у них очень резко вырастает цена. А, Именно маленькие компании с дешевыми акциями, там, что называется, penny stocks, типа там $1, $2 за акцию, что-то такое, вот, я торговал на том, что когда у них что-то происходит, то есть ты отслеживаешь момент, когда у них очень резко вырастает цена, и вот дальше на дальнейшем колебании наверху ты начинаешь торговать в очень короткую, то есть ты типа, торгуешь там окнами по минуте-две. Вот. И на этом я руками что-то даже подзаработал, типа, там, у меня сумма на бирже тогда лежала, типа, $1500, я на этом, ну, там, условно, $200 на этом заработал. Ну, вот, естественно, решил, что я потрясающе успешный инвестор, и вообще теперь акула Уолл-стрит, вот, и в этот момент у меня появился такой большой файл в Notion на тему, а как это можно попробовать автоматизировать. Вот. Но у судьбы были несколько иные планы, потому что как только я дописал первую интеграцию с Тинькофф Инвестициями, начал обкатывать все дела, мне пришлось закрывать свой аккаунт, там выводить все деньги в нал, потому что, собственно, там были некоторые предпосылки, а я еще оказался тем человеком, который успел все вывести до того, как оно началось. То есть у тебя была какая-то чуйка, ты поверил, что Да. что-то может пойти не так, и решил вывести. Я 23 февраля за час до закрытия NASDAQ продал все свои опционы Яндекса, которые у меня были завещаны. Ты что-то знаешь, или у тебя есть какие-то контакты, Сереж? Вот. Это те деньги, которые меня спасли, когда заблокировали карточки Visa и MasterCard, потому что я вывел их в нал, все это в доллары, и мы на это жили в Грузии. Ты обожаешь гемблинг и думаешь, что однажды сделаешь пет-проект казино. Да, в этом даже есть некоторые зачатки. У меня на GitHub лежит проект, который называется TG Казино. Естественно, это Telegram-бот. Там даже написан... Опять же, мне было интересно, как работают все эти алгоритмы, которые легальные, потому что сделать казино, в котором ты контролируешь вероятность выпадения конкретного там блока, ну, в слотах, ну, вот, это очень просто, и на самом деле запрещено законом делать подобное казино. Мне было интересно реализовать алгоритм с высоким RTP, это Return to Player, то есть, на самом деле, слоты в казино возвращают игроку примерно там типа 95-97% для того, чтобы он подсаживался и играл как можно дольше и чаще. И мне было интересно, как это реализовать вот этот алгоритм со всеми, там, знаешь, бонусы всякие вот эти там бесплатные раунды со всей вот этой историей, чтобы был такой индустриальный стандарт по RTP. Я это сделал, но забросил. То есть, как бы, страсть разработчика я здесь выполнил. Вот. И на самом деле все мои подпроекты ломаются об то, что когда начинается, что надо трафик наливать, что-то продавать, ну вот, я такой, типа... Ну, Тебе нужно найти человека. Да, мне нужен такого. человек. Но мне кажется, если я найду человека, я свои пэт-проекты со всякими этими гэмблингами и прочей подобной дичью начну запускать, мне кажется, я в тюрьме где-нибудь закончу через какое-то время. Мне еще нужен хороший юрист для этого. Второй друг. Кстати, по поводу казино, мне все хочется проверить его в игре покер. Вот мы собираемся с друзьями, я хочу надеть наушник, включить чат GPT в режиме видео, то, что он видит, что происходит на столе, он знает, когда мне нужно ходить, и он мне говорит в наушник, что делать, потому что он знает, типа, там, теорию вероятности, и там, какие ходы лучше всего сделать, и хочется проверить, можно ли с ним, стабильно выигрывать и оказываться в плюсе. Вот такую историю хочется проверить. Мне кажется, такое проще всего проверить будет в онлайн-казино, где тебя не видно. Не, я договорился с ребятами просто проверить эту гипотезу, типа, вывезет ли их чат GPT или, наоборот, мы проиграем. Блин, слушай, с ребятами, наверное, можно попробовать. В Вегасе, по крайней мере, запрещено даже считать карты. Но, причем не запрещено законодательно, но тебя, скорее всего, выведут из казино, если поймут, что ты как-то слишком хорошо в покер играешь. Не знал. Поэтому не езжай с этим в Вегас. Давай так. У жены еще есть очки Ray-Ban Meta, там с камерами. Надо как-то интегрировать, они же в кость говорят, тебе вибрируют, видят все, что происходит на столе. Я думаю, ты можешь случайно не покинуть Вегас после этого. Приедет мужик на X5. Последний блок, Блиц. Метрики или чувство прекрасного? Чувство прекрасного. Факап жизни, который произошел с тобой в профессиональной среде. Ой, это хороший вопрос. Когда вся еда лежала на 8 марта? 8 марта. То ли на 8 марта, то ли на 14 февраля в 2020 году. Это была твоя вина? Моя в том числе.
Интересно. Я А. писал на PHP, это точно была моя вина. Автоматически. Без чего твоя жизнь не имела бы смысла? Без каких-то целей. На самом деле, когда я переехал на Мадейру, я потерял цель какую-то в своей жизни, мне было очень грустно. Мгм. Можешь назвать людям совет, который ты сам когда-то получил, и ты даже не мог подумать, что так можно? Мир сложнее, чем кажется, и никогда не избегай каких-то новых знаний и того, что могут тебе рассказать люди. На этом мы заканчиваем. Это была 6-я серия Кодкаста. Спасибо большое, Серег, тебе то, что пришел, поделился своим Спасибо опытом. за возможность поговорить с интересным человеком. Надеюсь, мы еще раз увидимся через год, и ты будешь уже работать, я надеюсь, как минимум директором в какой-нибудь зарубежной компании, и будешь делиться вместе с нами опытом, как можно дойти до этого. Спасибо. Спасибо.